Меня зовут Макс. Сегодня я встал в 7 утра. Меня разбудил мой кот. Я принял душ, покормил кота и приготовил себе завтрак. На завтрак я съел яичницу, 2 бутерброда с сыром и выпил кофе с молоком. У меня было немного времени перед выходом из дома, поэтому я поиграл с котом. Я хочу купить ему новые игрушки. Старые ему надоели. Зайду в выходной день в зоомагазин. Я вышел из дома в 8:30. Погода была хорошая, поэтому я решил пойти пешком до метро. Дорога занимает примерно 15 минут. По пути я встретил соседа со второго этажа. Он гулял со своей собакой. Мы договорились, что в воскресенье сходим вместе поиграть в футбол. В метро было не очень много людей, поэтому я сел на свободное место. Обычно в дороге я слушаю подкасты. Сегодня я слушал подкаст на английском языке. Я учу английский уже полгода. Стараюсь слушать подкасты, смотреть сериалы на английском и что-нибудь читать. Еще я хочу найти кого-нибудь для разговорной практики. От метро до офиса всего 10 минут пешком. Офис находится в центре города. Здесь много старинных зданий, музеев и разных интересных мест. Я увидел коллегу из другого отдела, который шел немного впереди меня. Я решил не отвлекать его, потому что он говорил по телефону. Я зашел в кабинет нашего отдела и увидел, что пришел первым. Я включил кондиционер и сел за свой компьютер. Сегодня мне нужно было доделать одну важную задачу. Я немного подождал коллег, чтобы обсудить с ними детали. Коллеги пришли через несколько минут. Мы все обсудили и начали работать. Время на работе пролетает быстро. Когда я в следующий раз посмотрел на часы, то был уже полдень. Я решил сделать небольшой перерыв и сходить в кофейню, которая находится напротив нашего офиса. Я хотел купить кофе и банановый маффин. Вторая половина дня также пролетела незаметно. Было 7 часов вечера.
Я положил ноутбук в рюкзак, попрощался с коллегами и вышел из кабинета. Шел небольшой дождь, но я решил не возвращаться в офис за зонтом. Я хотел побыстрее попасть домой. Мой кот, наверное, соскучился и проголодался. Я зашел в магазин около дома, чтобы купить продукты. Себе я купил хлеб, молоко, печенье, помидоры, моцареллу, йогурт и семгу. Коту я купил влажный корм со вкусом курицы и кролика. На него была акция. Если купить 5 упаковок, то шестую дают в подарок. Кот будет доволен. Когда я зашел домой, кот уже ждал меня в коридоре. Он подошел к пакету с покупками и стал его нюхать. Потом он попробовал засунуть внутрь голову, но я взял пакет и отнес его на кухню. Я сделал себе пару бутербродов с семгой, налил чай и пошел в большую комнату смотреть телевизор. Я посмотрел несколько серий ситкома на английском языке. Чтобы было легче все понимать, я включаю английские субтитры. В будущем хочу пробовать смотреть без субтитров. Кот устроился у меня на коленях и быстро уснул. Поэтому я думаю, что сериал показался ему неинтересным. Примерно в 11 вечера я сходил в душ и лег в постель. Я немного полистал ленту в Фейсбуке в телефоне и стал засыпать. Я поставил будильник на 7 утра. Завтра еще один рабочий день. Кот лег рядом и ждал, пока я выключу лампу. Он выглядел сонным. У него тоже был активный день, и он тоже сильно устал. Недавно я переехал в новый район. Я нашел хорошую квартиру. Меня устроила цена аренды и хорошее расположение. В квартире почти нет мебели, но это не проблема. Я планирую заказать новую кровать и стеллаж для своих книг. Также я хочу купить большой телевизор. Люблю посмотреть хорошее кино по вечерам. Квартира находится в 15 минутах ходьбы от станции метро. В районе есть хорошие парки и торговые центры. В субботу утром я погулял в ближайшем парке, чтобы изучить маршрут для пробежек.
Я люблю бегать по утрам перед работой. На соседней улице живет мой друг. Его зовут Артем. Он работает программистом. Он переехал в этот район пару лет назад. Мы с ним договорились встретиться на днях и сходить посидеть куда-нибудь. Он сказал, что тут есть хорошие, уютные рестораны. Раньше он жил в другом городе. Потом компания из нашего города предложила ему хорошую должность. Он подсказал мне, что в этом районе сдается хорошая квартира. Я созвонился с владельцем и обсудил с ним условия аренды. Я сказал ему, что у меня есть кот. Он ответил, что все в порядке и что он не против. Мы встретились с ним в выходной день в квартире и заключили договор. Я посмотрел в интернете, что рядом есть хороший спортзал с бассейном. Завтра вечером я хочу сходить туда, чтобы все посмотреть и поговорить с менеджером. По телефону он сказал мне, что сейчас у них есть скидки на годовые абонементы. Также он предложил мне одну бесплатную тренировку в тренажерном зале в любой день. В районе есть велодорожки, поэтому я думаю купить велосипед. Артем сказал, что в торговом центре продаются хорошие велосипеды по акции. Он купил там велосипед себе и своей девушке. Они катаются по выходным в парке или ездят за город в лес. Он предложил мне кататься вместе. Недалеко от моего дома есть школа испанского языка. Рядом с ней стоматологическая клиника. На другой стороне дороги есть хороший продуктовый магазин. Трамвайная остановка прямо около магазина. На трамвае до метро ехать всего 5 минут. Но я решил, что буду ходить пешком. Это довольно старый район города. Здесь нет высоких домов. Почти все дома пятиэтажные. Есть несколько девятиэтажных. Я снимаю двухкомнатную квартиру в трехэтажном доме на 3-м этаже. В нем нет лифта, но сам дом очень хороший. Большой подъезд,
широкие лестницы, высокие потолки в квартирах. В моей квартире есть гостиная, спальня, кухня и большой балкон. Выход на балкон из гостиной. На балконе стоит небольшой диван, стол и два стула. С балкона приятный вид во двор. Во дворе классная детская площадка, много деревьев и цветочных клумб. Пару раз в неделю я работаю из дома. Обычно я сажусь работать с ноутбуком на балконе, а мой кот обычно ложится на диван и греется на солнце, пока я работаю. Я предлагал ему иногда меняться ролями. Просил помочь мне поработать, пока я полежу на диване и отдохну. Но я не заметил никакого интереса с его стороны. Он даже не открывает глаза и делает вид, что не слышит меня. Но если я встаю, чтобы сходить на кухню и сделать себе кофе, то он оказывается там раньше меня. Мне очень нравится мой новый район. Я рад, что у меня получилось снять эту квартиру и переехать сюда. Пока что я заключил договор аренды на год, но думаю, что буду его продлевать. В пятницу вечером я ехал домой с работы на машине. Были большие пробки, поэтому дорога заняла почти 1,5 часа. Мне написал в WhatsApp мой друг Роман. Он предложил сходить поиграть в боулинг. Я сильно устал на работе, поэтому предложил ему перенести боулинг на вечер субботы. Он согласился, и мы договорились созвониться завтра в полдень. Когда я добрался домой, то разогрел себе ужин и покормил кота. Мой кот любит смотреть в окно на птиц. Они садятся на ветки дерева прямо напротив окна. Я хочу купить кормушку для птиц и повесить ее на дерево. А может быть, сделаю сам. Нужно будет заказать доски и попросить инструменты у соседа. Я лег спать пораньше, потому что в субботу утром хотел побегать в парке. В субботу я проснулся около 9 утра. Я надел спортивную форму и кроссовки и вышел на пробежку. Длина моего обычного маршрута примерно 5 километров. В парке есть 3 довольно больших пруда. Я бегаю вокруг них. Получается несколько кругов.
По пути домой я зашел в магазин и купил продукты, чтобы сделать себе завтрак. Я купил яйца, сосиски, молоко, куриную грудку, кофе в капсулах, сыр, хлеб, креветки и овощи, чтобы сделать салат. После завтрака я немного поработал за компьютером. У меня есть дополнительная работа. Я хорошо знаю китайский язык и работаю переводчиком-фрилансером. Я сотрудничаю с издательством, которое занимается китайской литературой. Также я перевожу разные документы для бюро переводов. В половине первого мне позвонил Роман. Он сказал, что в боулинге нужно быть в 6 вечера. С ним придут 3 наших друзей. Мы немного обсудили, кого еще можно пригласить, и я продолжил работу над переводом. Я вышел из дома примерно в 5 часов. Я решил идти до метро пешком. От моей станции до станции, где находится боулинг-клуб, ехать примерно 25 минут. В метро я успел ответить с телефона на пару писем и написал сообщение родителям. Поинтересовался, как дела у них дома. Они написали мне, что к ним в гости заехала Катя, и они все вместе пьют чай. Катя – моя младшая сестра. Она живет недалеко от родителей, поэтому часто заезжает к ним в гости. Она работает бухгалтером в компании, которая занимается импортом и продажей компьютеров. В боулинге мы провели около 3 часов. Всего пришло 8 человек, поэтому было очень весело. После боулинга мы зашли в небольшой итальянский ресторан. Роман сказал, что у них шикарная пицца. Домой я попал примерно в 11 вечера. Я посмотрел фильм, который посоветовал мне Роман. Фильм мне понравился. Спать еще не хотелось, поэтому я немного почитал и поболтал с сестрой по телефону. Утром в воскресенье я решил не ходить на пробежку. Чувствовал себя немного уставшим. Вместо этого я вышел немного погулять и посидеть в кофейне недалеко от моего дома. Вчера Роман сказал мне, что планирует сегодня пойти в бар с друзьями. Он предложил мне присоединиться, но я отказался. Хочу провести воскресенье дома и отдохнуть. Еще нужно убрать квартиру и постирать вещи. Я зашел к соседу и взял у него инструменты. Доски должны привезти примерно в 7 часов. Я заказал их вчера онлайн. Так что вечером буду делать кормушку.
Если успею доделать ее сегодня, то завтра утром повешу на дерево. Я люблю путешествовать. Обычно я путешествую один. Я стараюсь куда-нибудь ездить 2 или 3 раза в год. Перед поездкой я даю ключи от своей квартиры моим друзьям. Они живут в соседнем подъезде. А также отношу им своего кота. Пока меня нет, он живет у них. У них тоже есть кошка. Их кошка и мой кот нормально ладят между собой, поэтому я не волнуюсь об этом. Я люблю путешествовать по-разному. Все зависит от количества дней отпуска и от моего бюджета. Иногда я путешествую на машине по стране. Машину для путешествий я беру в аренду. Я посещаю разные города и интересные места. Останавливаюсь в небольших придорожных отелях или в больших отелях в городах. Я люблю детально планировать свои поездки. Смотрю в интернете интересные места и достопримечательности. Читаю описания городов, которые планирую посетить. Потом пишу примерный план поездки. Например, что в один из дней я хочу проехать от одного города до другого и посетить какое-нибудь место по дороге. Красивое озеро, интересный музей или старинную церковь. В процессе путешествия план может немного меняться. Если будет идти сильный дождь, то я могу не успеть доехать до планируемого города. Тогда я останавливаюсь на ночь в ближайшем отеле. Также иногда я могу узнать про какое-то новое место, о котором не прочитал в интернете заранее. Тогда я стараюсь заехать и посмотреть его. Иногда мы ходим в походы с друзьями. Мы берем с собой палатки и все необходимое для жизни на природе. Обычно наш поход с палатками занимает несколько дней. Мы начинаем пеший поход рано утром. Потом мы делаем остановку на обед и на отдых примерно в 2 часа дня. Следующую остановку мы делаем на закате. Ставим палатки, делаем ужин, общаемся и отдыхаем у костра. Природа в нашем регионе очень красивая. Хвойные леса, реки, озера и горы. Мы отъезжаем от нашего города на машинах на 100 или больше километров и начинаем свой пеший поход.
Иногда мы берем с собой складные каяки и сплавляемся по реке в течение нескольких дней. По вечерам мы делаем остановки и спим в палатках на берегу до утра. А утром продолжаем наше путешествие по воде. Если я езжу за границу, то чаще предпочитаю активный отдых. Я не люблю проводить весь день на пляже. Мне больше нравится изучать улицы и интересные места новых для меня городов. Смотреть, как живут люди, пробовать местную еду. Я стараюсь снимать отель в центре города и хожу пешком весь день. Мне просто нравится гулять с утра до вечера и заходить куда-нибудь поесть по пути. Я посещаю музеи, захожу в парки, осматриваю достопримечательности и другие популярные места отдыха местных жителей. В последний раз я был в Италии. У меня был билет на самолет до Венеции. Это было в январе, поэтому было мало туристов. Я провел там несколько дней. Гулял, пил кофе, ел пасту и пиццу. Мне очень понравилась местная архитектура и атмосфера этого города. Потом я купил билет на автобус до Рима. Рим мне тоже очень понравился. Я с удовольствием там погулял и посетил несколько интересных музеев. И еще несколько известных достопримечательностей. Фонтан Треви, Колизей, Ватикан, собор Святого Петра. В путешествиях я всегда делаю кучу фото и видео. Когда у меня появляется свободное время, я их сортирую и редактирую. И могу смонтировать небольшой видеоклип из сделанных видео. Потом я выкладываю фотографии или видеоклип в свой блог и отправляю ссылку друзьям. У меня много хороших друзей. С некоторыми из них я знаком со школы. С некоторыми познакомился, когда учился в университете. Есть несколько друзей, с которыми я познакомился на разных работах и в общих компаниях. Несколько друзей живут в моем районе, недалеко от меня. Поэтому у нас получается довольно часто видеться. Вечером после работы или в выходные. У нас есть общий чат в WhatsApp. Там мы обсуждаем и планируем наши встречи. Некоторые друзья живут подальше. В другом районе, в пригороде или в других городах. Если мы планируем что-то большое, то они тоже присоединяются к нам.
Например, если мы хотим пойти в поход с палатками на выходные. Мой друг Роман работает юристом. Он живет в соседнем районе. Офисы наших компаний находятся на одной улице в центре города. Поэтому иногда мы ездим на работу вместе. Параллельно с работой Роман учится в киношколе на кинорежиссера. Он хочет снимать кино. Если мне нужен совет, какой фильм посмотреть, то Роман всегда может подсказать. Он пересмотрел огромное количество фильмов. У Романа большая семья. У него 3 дочери и 2 сына. Иногда мы с друзьями собираемся у Романа на даче. У него дом с просторной террасой и большой участок. Поэтому мы можем проводить там время большой компанией. Играть в мяч, жарить мясо, загорать. Моя подруга Галина работает психотерапевтом. Раньше она работала в государственной больнице. Потом стала принимать пациентов частным образом. Она снимает кабинет в центре города. Клиентов из других городов и стран она принимает онлайн. Она живет с мужем, собакой и 2 кошками. Они живут рядом с большим парком и ходят туда гулять с собакой по утрам и вечерам. Дочь Галины живет в Германии. Она поступила в университет в Берлине и переехала туда. Сейчас она живет в студенческом общежитии. Она с детства учила немецкий язык, поэтому комфортно чувствует себя в Германии. Галина ездит к ней в гости пару раз в год. Еще у меня есть друг Денис. Он писатель. Он пишет фантастические романы. Денис живет в соседнем подъезде. Он почти всегда дома. В одной из комнат своей квартиры он сделал рабочий кабинет. В нем он проводит за работой большую часть времени. Также Денис любит спорт. По утрам он всегда бегает, а по вечерам ходит в спортзал. По выходным катается на велосипеде в парке или за городом. Иногда он заходит ко мне в гости попить чай и поболтать. Может рассказать мне какие-нибудь детали своей новой книги и спросить мое мнение о каком-то герое или попросить совет, как продолжить сюжет. Я охотно делюсь с ним своими мыслями, потому что люблю фантастику. Моя подруга Алена решила сменить профессию. После окончания университета она несколько лет работала бухгалтером в юридической компании.
Но потом решила стать веб-дизайнером и записалась на онлайн-курсы. Она хочет рисовать макеты веб-сайтов и проектировать интерфейсы компьютерных программ. Также ее привлекает возможность работать удаленно. Она хотела бы путешествовать и работать онлайн. Алена любит фотографировать дикую природу и людей на улицах города. Это ее хобби. Иногда она подрабатывает фотографом на свадьбах и на концертах в клубах. Она снимает квартиру недалеко от центра города со своей лучшей подругой. Еще у меня есть друзья-иностранцы. Я знакомился с ними во время своих путешествий. С Пауло я познакомился, когда путешествовал по Бразилии. Он из Рио-де-Жанейро. Пауло учит русский язык примерно 2 года и уже хорошо говорит по-русски. С Джо я познакомился в автобусе, когда ехал из Венеции в Рим. Он из США и часто путешествует один по Европе и Юго-Восточной Азии. Софи из Франции. Я познакомился с ней в хостеле в Мадриде. Она работает кондитером в кафе в Париже. В следующем году я поеду к ней в гости. Она попросила меня привезти ей российский шоколад и конфеты. У моих родителей 4 детей. Я, мой старший брат и 2 младшие сестры. Одной из сестер 32 года. Ее зовут Алла. Она живет в Твери и занимается бизнесом. У нее несколько кофеен в Твери и области. Раньше она работала риэлтором, а потом захотела попробовать начать свое дело. Алла замужем. У нее 2 детей. Дочка Алена и сын Коля. Алла очень активная и в свободное время любит заниматься спортом. Она ходит в спортзал и на танцы. Муж Аллы работает плотником. У него своя мастерская. Он делает на заказ мебель для дома и дачи. Алла с мужем и детьми живут в частном доме. На участке у них есть небольшой огород, пруд и отдельный домик для гостей. Самую младшую сестру зовут Катя. Ей 25 лет. Она работает бухгалтером в компании, которая занимается импортом компьютеров. Катя живет в Москве, недалеко от наших родителей. Она снимает квартиру с подругой. У Кати есть собака.
Она взяла ее из приюта, когда увидела пост о ней в социальной сети. Катя любит путешествовать и хочет посетить как можно больше стран. Она уже была в 26 странах. Она хорошо говорит по-английски и по-испански. Катя любит водить машину. По выходным они с подругой ездят на машине на дачу к друзьям. Катя интересуется восточной философией. У нее дома много книг на эту тему. В следующем году она поедет в Индию. Моего старшего брата зовут Юрий. Ему 41 год. Он врач. Юрий работает хирургом в большой больнице. У него довольно мало свободного времени. Он часто посещает медицинские конференции для обмена опытом. Он ездил на конференции в Италию, Германию и Израиль. Юрий окончил медицинский вуз в Москве, а потом переехал жить в Питер. Там он познакомился со своей будущей женой Вероникой. Сейчас у них 3 детей. Периодически они все вместе приезжают в Москву на выходные, чтобы увидеться с нами. Юрий собирает марки. Когда Катя путешествует за границей, то всегда покупает ему новые марки и отправляет вместе с открыткой из новой страны. Моего папу зовут Владимир. Он с детства любил играть в футбол и играл в молодежной команде своего города. Он хотел стать профессиональным футболистом. Но, к сожалению, получил травму колена и больше не смог играть. Тогда он поступил в спортивный университет, чтобы стать тренером. Он успешно работал футбольным тренером много лет. Также он работал спортивным журналистом. Писал статьи и заметки из мира спорта и большого футбола. Брал интервью у некоторых известных футболистов. Сейчас мой папа на пенсии. Иногда пишет статьи для спортивных журналов. Но в основном проводит все свободное время на даче. Выращивает клубнику, малину, кабачки и томаты. Мою маму зовут Нина. Она лингвист-переводчик. Она работает профессором на кафедре лингвистического университета. Мама преподает испанский язык и пишет научные статьи. Еще она переводит современную испанскую поэзию на русский. У нее есть несколько частных учеников, с которыми она занимается испанским онлайн. Кроме испанского, она знает французский и итальянский языки.
Мама родилась в небольшом городке на Дальнем Востоке, а в 17 лет приехала в Москву поступать в вуз. Здесь она познакомилась с папой. Мама младше папы на несколько лет. Раньше они вместе много путешествовали и посетили почти все известные места Испании. А меня зовут Макс. Мне 33 года. Я тоже живу в Москве. Недалеко от Кати и родителей. Я пока не женат. Живу со своим котом. Я работаю системным администратором. Несколько лет учу китайский язык. В будущем планирую большое путешествие в Китай. Свободное время обычно провожу с друзьями или дома. Недавно я переехал в новый район. Тут живут мои друзья. Иногда мы катаемся вместе на велосипедах. В выходные стараюсь заезжать к родителям. Там я обычно вижусь и общаюсь с Катей. Другие члены семьи живут подальше, поэтому мы встречаемся с ними не так часто. Но мы почти всегда собираемся все вместе на семейные праздники.